Россияне подсели на антидепрессанты. Водяра! Ну, а что вы хотите-то? Это только начало. Кентавр приходит к вам в дом. Обезьянья оспа не страшна. Вас хотят. Слабые сигналы в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нет, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Друзья, приветствую, это обзор новостей от Игоря Рыбакова. Ну что, поехали. На этот раз прекрасная, хорошая, замечательная новость, но не из зоопарка, а от Минпромторга. Минпромторг заявил о пользе для здоровья российской небеленой офисной бумаги. Вот что они в частности сказали. Мы узнали, что отсвечивающая такая вот белая бумага, вот такая вот, да, наносит вред здоровью. Оказывается, более фактурная бумага, она полезна для глаз человека, сказал замминистра. Он добавил, что себестоимость фактурной бумаги тоже меньше. Напомню, в марте возник дефицит вот такой вот бумаги. Да, буквально в 3 раза выросли цены, бумаги просто не было. Я хотел на принтере что-то там распечатать, а мне сказали нет, и подсовывают вот эту какую-то фактурную бумагу цветную. Я на нее смотреть не мог, она цветом, как будто ее из болота достали только что. И вот про замминистра Минпромторга. Где он взял вот эту вот ерунду, что фактурная бумага полезная для здоровья? Он же где-то прочитал это, может, какие-то британские ученые это открыли, доказали. Наверное, не британские, наверное, российские ученые. Вот российская наука теперь будет доказывать и пояснять, да, почему отсутствие подушек безопасности у Лады Калина — это, в общем-то, даже хорошо, а то, не дай бог, разложится, по мордам там заедут. Почему пропадание картошки фри из Макдональдса — это хорошо, ну потому что масло там пережженное, вот это вот. И вот теперь, пожалуйста, с бумагой. Почему фактурная бумага такая вот коричневая, на которую смотреть без слез невозможно, она полезнее, чем белая. Потому что белая отсвечивает в глаз, и можешь отслепнуть, понятно? Да? Вот и дождались, ребят. Глава ВОЗ призвал все страны вернуть масочный режим. А что вы думали? Все, ковид, что, до свидания? Да хрен-то с два. Вчера ковид, завтра омикрон, а послезавтра что-то еще. А чтобы люди больше пугались, да, ВОЗ придумал новое название нового штамма вот этого ковида, да. Знаете, как он назвал его? Кентавр. Вот это поворот! Ковид, это было не очень так страшно, да, а вот кентавр приходит к вам в дом. Поэтому, друзья мои, если вы думаете, что времена вот этого масочного режима ушли окончательно, не расслабляйтесь, маски не убирайте далеко, запаситесь, кроме картошки, ноутбуков, что мы еще в погреб складывали, там, гречку и так далее, и еще маски надо сложить. Не дай бог пропадут, что мы будем тогда делать? Вы помните, какой дефицит был масок, поэтому не надо убирать. Просто полный какой-то. Только что недавно отменили все ограничения, связанные с ковидом, и теперь власти Москвы и Питера снова просят носить всех маски, особенно в магазинах, в аптеках, ну, где общественные места, наверное, в метро, и все, ну, везде, значит, везде в городе. Но все же есть то, что меня радует. В прошлый раз я говорил, что я расстроился, я же сделал прививки и так далее, а их больше делать не надо, потому что все отменили, да, а теперь я опять обрадовался. Теперь пускай те, кто не сделал прививку, расстраиваются. Короче, в комментариях сейчас может здесь срач у меня начаться, что делать прививку, не делать прививку. Призывать вас ни к чему не буду. Но если ты сделал прививку, напиши почему, а если ты не сделал прививку, тоже напиши почему. С удовольствием почитаю вашу аргументацию. Обезьянья оспа бушует в мире. И в России уже есть даже один заболевший, да. Ей заболел вот этой вот оспой один молодой человек, недавно вернувшийся из Европы. Знаете ли, в Европе, видите, все заражено. Видите, люди возвращаются и сразу вот обезьянья оспа. Это ничего не говорит про Европу, вообще говоря. Непонятно, где этот молодой человек там шлялся, что он там с этими обезьянами делал, но тем не менее. В общем, Роспотребнадзор тут же заявил, что за счет своевременно начатого эпидемического вот этого расследования возможность распространения инфекции купирована. То есть этого молодого человека, значит, посадили под домашний, значит, арест, надели на него вот этот вот браслет, выходить он никуда не может, а если куда пошел, то они знают,
Куда он пошел, кого заразил, они их тоже знают, цап-царап и так далее. То есть Роспотребнадзор внимательно следит за тем одним зараженным обезьянной оспой, а за теми сотнями тысяч, которые ковид или там что, да это пусть они болтают, потому что все ограничения отменены. Друзья, и эта новость все-таки хорошая. Знаете почему? Дело в том, что в Советском Союзе большинство людей делали прививки от оспы. Знаете, на плече такие 2 пятнышка. Вот это прививка от оспы. И у кого есть прививка от оспы, обезьянья оспа не страшна. Ну так говорят. Пока вопрос не получил статистического подтверждения, да, ученые еще не высказались, но вот говорят, что вот не страшна обезьянья оспа. И это, пожалуй, единственный случай, когда пожилым, с прививкой от оспы, быть круче, чем молодым, у которого нет прививки от оспы, и можно заразиться обезьяньей оспой. Поэтому, друзья мои, кто возрастной, у кого есть прививка от оспы, радуйтесь и так говорите. Вот так. А молодые, ну что, вы подвержены риску, поэтому, друзья мои, будьте осторожны, запасайте маски, вам они еще потребуются, ну а мы будем смотреть, чем это будет кончиться, все, и будем вас держать в курсе. Все будет хорошо, в любом случае мы точно не умрем, но повеселимся конкретно, обещаю. Чего, в смысле? BMW начала продавать подписку на сиденье с подогревом. Что за хрень? Подогрев сиденья обойдется в $18 ежемесячно. Подогрев руля $10, а умный дальний свет $8,5. Подписку можно оформить на месяц, на год, на 3, а также безлимитную версию. Что за хрень? Ребят, на самом деле это действительно модный тренд, да, не продавать товары, да, а давайте в подписку. Слушай, просто бери машину, плати подписку. Причем можешь уже теперь, видишь, по частям взять подписку за сиденье и так далее. То есть, если ты продолжаешь платить за подписку, значит, автомобиля, но перестал платить за подписку, значит, сиденье с подогревом, приходит специальный чел, выдирает у тебя это сиденье, и ты, я не знаю, как ты будешь потом ездить. Ну, конечно, это шутка про выдирание сиденья, это, конечно, просто опция, да, и она просто отключится. То есть, представляешь, ты ездил, сиденье подогревалось, нормально, тепло было, потом перестал платить, тебя отключили, все, сиденье не будет нагреваться. Вот примерно так это будет работать. Короче, вот все эти опции можно будет включать и отключать в BMW Connection Drive Store. Такой вот программное обеспечение будет, и каждый может его скачать на свой там смартфон, и там включил опцию, отключил опцию, включил, деньги начинают с карты там списываться, отключил быстро, да, о, перестали списываться, да, но зато жопа не подогревается, да, ну что, выбирай. Я хотел вот задать вам в связи с этим вот какой вопрос. Какую бы подписку, да, вы бы купили для Лады Калина? Ну, например, в Ладе Калина же тоже будет подписка на какие-то опции, да? Например, какая? Там же ничего нет практически. Подписка типа едет или уже не едет. Там типа свайп влево, значит, все. Короче, ребят, напишите мне, какие подписки, какие опции по подписке вы бы купили в Лада Калина, да? И тогда я сформирую вот этот вот список и передам производителю, может, они воспользуются этими вот РАЦ-предложениями и даже заплатят нам копеечку, потому что я знаю, на АвтоВАЗе принято платить за РАЦ-предложение. Россияне подсели на антидепрессанты. Россияне с начала 2022 года купили 6 миллионов упаковок антидепрессантов на 3,6 миллиарда рублей. Это в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. Ну, а что вы хотите-то? События в 2021 году вообще были изи. Мы думали, коронавирус это что-то там это. Да это вообще оказалось. А сейчас-то вон что, аптеки и все дистрибуторы, да, готовятся к резко возрастающему спросу антидепрессантов. То есть это только начало. Поэтому, ребят, выходит, что в погреб надо складывать не только гречу, картоху, ноутбуки, маски, да, но еще и антидепрессанты. Самым известным антидепрессантом в России всегда является и будет являться водка. Водяра! 100 грамм налил, тяп не хватило, еще тяп-ляп, все, забылся, на утро пришел, там все нормально, пошел дальше, да, пополз. Да, поэтому, ребят, я вам так скажу, ну это очень опасный антидепрессант. После него силы уходят, голова вообще не варит и так далее, идет торможение и так далее. Поэтому на самом деле это просто
откладывание своей жизни, просто это перекладывание своей жизни в какое-то вот болото и дерьмо. Вот. Кстати, фармацевтические антидепрессанты не сильно лучше, но они менее все-таки вредны, чем водка и вот такие наркотические, алконаркотические антидепрессанты или вот эти, они просто губят здоровье. Вот фармацевтические антидепрессанты, легкие особенно, там, средние, они вот, более на лайтах. Но для меня, еще раз повторяю, есть более надежный антидепрессант. Я его давно выявил для себя. Это мой курс «Предприми себя». Когда я преподаю своим ученикам «Предприми себя», все, я вдохновляюсь, я опять выхожу из этого подавленного состояния, и мои ученики тоже выходят. Понятно? Я не знаю, как это работает, но это работает. Поэтому еще раз говорю, если ты хочешь самый сильный антидепрессант для себя, здесь под этим видео будет ссылка на курс «Предприми себя». Приходи, сам попробуй. Доллар окончательно поимел евро. На этой неделе впервые с декабря 2002 года евро и доллар практически паритет. Когда такое было, ребят? Реально это означает следующее, что американская экономика полностью поимела европейскую экономику. Бегство капитала из Европы в Америку — раз. Сжиженный газ из Америки в Европу поставляется. Когда такое было? В общем, ребят, происходит что-то невероятное. То есть экономически Европа перестала существовать как конкурент Америки. Америка полностью нагнула Европу. Аналитики, экономисты говорят, что Америка, мол, быстро реагирует на кризисы, ключевую ставку там меняет, а в Европе долго, пока договорятся, пока Евросоюз примет решение, пока они дойдут до национальных там регуляторов и так далее. Вот. Есть такое мнение, да, что типа вот колхоз европейский, он медленнее работает, а значит, соответственно, поэтому в Европе вот дела хуже, потому вот евро уже в паритете, да, раньше был сильно больше доллара. Вот. Я лично в это не верю, еще раз говорю, это все так, гадание на кофейной гуще, да, знаете, такая куча людей пытается обосновать свою важность и нужность, да, но у меня есть ответ на это очень простой. Америка подчиняет Европу все дальше и глубже. А что тем, кто живет в России? Да, для России лучше богатая Европа, расправленная, очень, так сказать, светлая, хорошо себя чувствующая и так далее. И вот такая сдавленная, как сейчас, это не очень хорошо. Некоторые там говорят: вот и хорошо, у соседа корова сдохла, пусть ему там, у европейцев там плохо. Я говорю: ребят, плохо все это, понимаете? Когда у тебя сосед, да, бедный, или у соседа какие-то, там, проблемы, да, всегда другому соседу станет тоже хуже. Поэтому пусть лучше в Европе будет все хорошо, тогда и в России будет хорошо. Вот так мир устроен. Поэтому давайте так. Мы, конечно, на это мало влияем, да, но все-таки пожелаем европейцам справиться, чтобы у них была богатая экономика, а мы поможем им энергоносителями. Неправда, да? 200, себе, вот дебил. А сейчас курс финансовой грамотности от Игоря Рыбакова. Очень важная новость. Вслушивайтесь. В первом полугодии 2022 года Банк России выявил 2288 финансовых пирамид и других субъектов с признаками нелегальной деятельности. Знаете, там всякий сбор денег, ставки разные, выманивание денег у людей, а потом пропадание и так далее. Ребят, это в 3 раза превышает первое полугодие 2021 года. Вы видите, какой разгул? Мы просто оказались, экономика там сжимается, есть какие-то трудности и так далее. На этом фоне жулики, мошенники просто процветают, наглеют, применяют самые агрессивные способы, чтобы растрясти кошельки людей, которые не могут защититься. Как понять, что вас хотят? Смотрите, если вам обещают бешеные проценты и уже завтра, да, за ночь, есть такие, говорят: вы нам сегодня ночью отправляете деньги, и мы завтра вам начисляем это. Вы вдумайтесь, да? Если вам обещают бешеные проценты, это раз, симптом. Второе, если вас торопят, говорят: давай сегодня действует предложение, давай быстро, а то сейчас начнется, вопросы будете задавать лишние, да? Вот, давай, все, перечисляй деньги. Вот если вас торопят, значит, второй признак, второй симптом, да, что это мошенники. И третье,
Если вы никогда не слышали про эту вновь объявившуюся фирму, да даже если вы пришли на телеграм-аккаунт Рыбакова, фейковый, без синей галочки и начинаете вести разговор с Игорем Рыбаковым, с Игорем Рыбаковым, вы знаете, сколько фейковых аккаунтов? У каждого известного человека огромное количество фейковых аккаунтов, поэтому напомню, у Игоря Рыбакова есть с синей галочкой верифицированные аккаунты, вот и все, везде, в Инстаграме, в ВК, в Телеграме. Поэтому, друзья мои, 3 симптома главных для выяснения, что это жулики, мошенники и так далее. Отправьте этот выпуск своим родным, близким, просто незнакомым людям, кого хотите защитить, и сами защитите себя от потери денег, нервов, здоровья, ну и в некоторых случаях даже жизни. Ну а те, кто хочет себя супернадежно защитить от этого, приходите в X10 Академию на мой курс «Предприми себя», ссылка будет здесь в комментарии, там действует специальное предложение, и надежно защитите себя от всяких там мошенников, а самое главное, включите режим процветания. Когда ты включишь режим процветания, твои деньги не только перестанут уменьшаться из кошелька, они начнут увеличиваться, поэтому жду вас на своем курсе «Предприми себя». Те, кто прошел курс «Предприми себя», говорят о полном изменении жизни. Вот. Но стоимость курса «Предприми себя» 100 тысяч рублей. Многие просто не тянут финансово. Поэтому я хочу задать вам вопрос. Может быть, мне стоит сделать очень бюджетный курс по финансовой грамотности, вот по этим азам. И если ты считаешь, что для тебя бы это пригодилось, да, пиши мне в комментарии, будет много отзывов, я сделаю специальный и очень бюджетный курс про финансовую грамотность от Игоря Рыбакова. Жду вас на «Предприми себя», ссылка будет здесь, и напишите мне про курс финансовой грамотности бюджетный, и я тогда сделаю его для вас. Международные новости. Билл Гейтс заявил, что отдаст почти все свое состояние на благотворительность и в результате перестанет быть одним из богатейших людей мира. А Forbes оценивает состояние миллиардера более чем в 120 миллиардов долларов. Я встречался несколько лет назад с Биллом Гейтсом, мы обсуждали вопросы филантропии, благотворительности. Вы знаете, у меня Рыбаков фонд, который занимается вопросами образования во всем мире, и, надо сказать, очень успешно. И мы составили дискуссию с Биллом Гейтсом по поводу того, как приносить больше импакта, то есть большее полезное влияние для мира. Билл Гейтс при этом очень подробно рассказал о своих взглядах, о том, что искоренение детской смертности, там, гендерное равенство и то, чем он занимается, как это влияет на процветание человечества. Было очень интересно. И вот сейчас, когда Билл Гейтс заявил, что он передаст все состояние, и первые 20 миллиардов долларов уже пошли в фонд Билла и Мелинды Гейтс, ну, Билл Гейтс отвечает за свои слова и так далее. При этом, смотрите, многие злые языки утверждают, что Билл Гейтс некий злой гений, который хочет, чтобы население земного шара уменьшилось в 2 раза. И вот это вот чипирование, про которое многие говорят, да, из теории заговора и так далее, что именно это чипирование финансируется Биллом Гейтсом. Вот интересно, куда пойдут эти первые 20 миллиардов, которые перечислил Билл Гейтс в фонд? Может быть, вот на это чипирование или, может быть, вот на эти вот заговоры и так далее. Если у вас есть мнение про это, напишите мне в комментарии. Ну а я вам со своей стороны скажу, я слежу пристально, подвергаю буквально наблюдению Билла Гейтса, Мелинду Гейтс и всю их деятельность, ибо эта деятельность действительно вносит очень сильный вклад в то, как будет развиваться человечество в будущем. Вообще среди людей, разделяющих единые здесь цели, принято совместно создавать коллективные блага, доступные каждому. Филантропы постоянно объединяются, создают гигантские какие-то проекты, о которых люди во всем мире узнают чуточку позже. Чуточку позже, когда видно невооруженным взглядом эффект. Да. А потом ученые там начинают исследовать, говорят: о, боже мой, вот это да. Это всегда было, это есть и так будет. И дай Бог, чтобы эти люди, разделяющие единые X10 цели, задумывали миросообразные вещи и реализовывали действительно полезные для эволюции и для человечества. Давайте вместе размножать хорошее, и пусть плохому места просто не останется. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй ум, чтобы не загореться заживо в этом аду.